Что делать со взрослой орхидеей в большом горшке, когда ее внешний вид становится непрезентабельным, а орхидея больше походит на пальму с длинным голым стволом и несколькими листьями на макушке? Резать или заглублять? Вот в чем вопрос. Охота на падур, многохвосток или колембл. Почему не стоит этого делать и почему любители орхидей так их боятся? Зверинец в посадке орхидеи или насекомые зоофаги? Нереализованная меристема на стволе орхидеи. Что из нее вырастет? Цветонос или детка? Орхидеи в горшке с прикорневым поливом. Зло или благо? Молодая орхидея выросла на стволе материнского растения и не дает корней. Как я радуюсь первому корню! Вот смотри, первый корешок. Ура! Влюбиться в орхидею еще до ее появления на свет. Сорт «Вечернее платье». Сегодня вы обязательно узнаете, каким еще может быть вечернее платье. Привет, друзья! Я очень рада новой встрече с вами на канале «Классика орхидейного жанра». Ну а теперь к этим и другим событиям видео, как всегда, подробно и по порядку. Фаленопсис сорта «Вечернее платье» я заприметила в коллекции моей YouTube-подруги Натальи Сытовой из города Артем очень давно. И в один радостный осенний день прошлого 2022 года я получила от Наташи вот такое видео. У меня был вот такой горшок. Вот пенек. Я тебе показывала, что на нем стояла такая, как макушка. Я, его резанула. «Я его резанула», — сказала Наталья и показала мне сухой безлистный пень фаленопсиса «Вечернее платье». Что делать с длинными и безлистными стволами фаленопсисов? Заглублять в посадку или разрезать? Мой выбор очевиден. Конечно, разрезать. На канале десятки видео, в которых я показываю вам, как оживают сухие и, казалось бы, абсолютно безжизненные обрезки стволов орхидей. Нереализованная меристема выглядит зеленым бугорком на стволе орхидеи. Меристема или меристемная почка – это сгусток живой ткани, из которой очень быстро развивается новая орхидея. Но это случится лишь в том случае, если для орхидеи будут созданы определенные условия. В противном случае из меристемы может образоваться цветонос или вовсе ничего не получится. Какие условия нужно создать пню орхидеи для того, чтобы детка на нем появилась быстрее всего? Первое и самое главное условие в данном случае – это наличие ровных и устойчиво теплых температур в районе плюс 25 градусов Цельсия. Обращаю ваше пристальное внимание на то, что температурный фон должен быть именно ровным, без существенных перепадов между дневными и ночными температурами. Для этого хорошо подойдет подоконник с батареей под ним, которая будет равномерно прогревать поверхность подоконника. В моем случае такой подоконник был на окне юго-восточной ориентации, и детка на пне фаленопсиса «Вечернее платье» появилась в течение 3 недель. Второе обязательное и необходимое условие – это достаточное количество воды. Да-да, именно воды, хоть и принято считать, что пням фаленопсисов вода не требуется, ведь им нечем испарять. Тем не менее, многолетняя практика показала, что даже пням фаленопсисов вода крайне необходима для активации новой жизни, для активации меристем. Поскольку корневая система у бывшей орхидеи была очень поверхностной, я часто и регулярно опрыскивала верхние внесубстратные корни орхидеи с помощью пульверизатора.
В данном случае использовалась исключительно чистая вода. Когда я увидела, что меристема активировалась и начала свое развитие, я обеспечила орхидее длинный световой день. Поскольку эта меристема активировалась в конце ноября и начала свое развитие в декабре, длинный световой день создавался для данного растения с помощью светильников искусственного освещения. Как показала практика, для выращивания орхидей нет необходимости использовать специализированные фитосветильники. Достаточно обычных бытовых светильников дневного света с цветовой температурой 6500 кельвинов и мощностью около 36 Вт. Об этом есть множество видео на канале, и если вы до сих пор не подобрали дополнительное освещение для своих орхидей, ссылки на эти видео я оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. Линейные светильники дневного света позволяют компенсировать зимний недостаток света для орхидей, но не заменяют полностью его. Запомните, нет ничего лучше естественного солнечного света, нет ничего лучше солнечного подоконника для освещения орхидей. И если в весенний, летний, осенний период лучшими для содержания орхидей являются подоконники восточной и юго-восточной ориентации, то в зимний период самыми лучшими подоконниками для орхидей являются южные подоконники. Но будьте, пожалуйста, бдительными. Если вы живете в южных регионах России или зарубежья, и у вас зимой тепло, а температура на южных подоконниках поднимается выше 30-35 градусов Цельсия, то в таком случае вам придется использовать вентилятор для улучшения циркуляции воздуха вокруг орхидей. Новые орхидеи я приучаю к солнцу с рождения. И потому на подоконниках юго-восточной ориентации все мои орхидеи без исключения в любое время года и зимой, и летом находятся без притенения. Обратите внимание на цвет тыльной стороны листа новой орхидеи. Он бордовый. Это не болезнь, это естественный пигмент. И это первый признак того, что орхидея получает достаточное количество солнечного света. Давая орхидее много света, искусственного и естественного, мы должны не забывать давать ей достаточное количество воды. Даже крошечным, буквально микроскопическим орхидеям вода попадает везде, и в центр миниатюрной розетки тоже. Напуганные новички, попадая на канал, всегда удивляются. А разве вы не вымакиваете воду из центра розетки? Я нет, не вымакиваю, не промакиваю, не вытираю, не выдуваю, ничего с нею не делаю. И даже у таких малышей с ноготок ничего нигде не гниет. А все потому, что для них созданы оптимально благоприятные условия. Им хватает искусственного дополнительного освещения, естественного солнечного света с должным уровнем воздухообмена в помещении. Напомню вам, что развитие этой молодой орхидеи происходит в зимний период. Тем не менее, орхидея продолжает активно развиваться. А теперь давайте посмотрим, в каком горшке развивается маленькое растение. Горшки с прикорневым поливом стали популярны в выращивании орхидей не так давно. В данном случае материнское растение росло в горшке диаметром 14 см и объемом 2 литра. После того, как макушка была срезана, корневая система орхидеи осталась в прежней посадке. Сразу отмечу, что такие горшки, то есть горшки с прикорневым или донным поливом, подходят только для содержания взрослых крупных орхидей с прекрасно развитой корневой системой, которая уже достигла дна посадки. В противном случае нижняя часть посадки будет постоянно перемокать и загнивать, а верхняя постоянно испытывать недостаток воды.
Именно в таких посадках чаще всего можно обнаружить настоящий зверинец. Вернемся чуть-чуть назад, и я покажу вам это многообразие многохвосток падур или колембл. Плавающие, быстро бегающие и высоко прыгающие насекомые с вилочкой на хвостике. Кто, когда и зачем привил любителям орхидей мысль о том, что эти насекомые вредители, я не знаю. Ведь доподлинно известно, что колемболы являются в основном редуцентами, то есть питаются отмершей органикой. Живым частям орхидеи эти насекомые никакого вреда причинить не могут. Напротив, в лабораторных условиях у некоторых видов колембол или падур обнаружилась зоофагия, то есть способность поедать настоящих вредителей, например, нематод. Не охотьтесь на этих прыгающих милашек и не пытайтесь их истребить. Ведь в этой битве очень сложно победить. Вы будете травить себя и их сколь угодно долго, а они по-прежнему будут возвращаться до тех пор, пока вы не измените посадку и условия содержания своих орхидей. В данном случае даже посадку не пришлось менять, достаточно было изменить условия содержания растения. К концу января второй лист орхидеи значительным образом подрос, а к середине февраля и вовсе вырос до неприличных размеров. Смотрю все видео подряд, но, видимо, где-то упустила. Часто читаю я в комментариях, откуда в посадках ваших орхидей берутся маленькие растения и что это такое. Эту информацию на канале пропустить невозможно. Метод называется «живое к живому». В посадку к орхидеи подсаживаются любые лекарственные растения. Чаще всего в моих посадках это детки каланхоэ де гримона. В случае, если орхидея больна или плохо развивается, можно подсадить зубчик чеснока или головку лука-севка. Быстро развивающиеся молодые каланхоэ помогут орхидее освоить воду в посадке и поделиться с ней своей жизненной энергией. Такая идеальная совокупность факторов и растения-помощники в посадке помогают орхидее развиваться небывало быстрыми темпами. И в конце февраля у новой молодой орхидеи появляется третий лист. Не прекращаются вопросы по поводу блеска листьев. Блеск листьев у орхидеи, что блеск волос у человека. Он показывает общее состояние здоровья орхидеи. И если при хорошем здоровье и сильном иммунитете листья у орхидеи лоснятся и блестят, то при плохом здоровье и низком иммунитете тусклые и безжизненные. Не так давно в комментариях спросили, стоит ли протирать листья орхидеи смесью соды и масла. Не надо этого делать. Ни к чему хорошему это не приведет. Масло лишь забьет устьица на листовых пластинах орхидеи и затруднит или вовсе прекратит дыхание орхидеи. Помните, что процесс фотосинтеза идет именно в листовых пластинах орхидеи, и именно поэтому они должны содержаться в идеальной чистоте. На ваших экранах середина марта, третий растущий лист и ни одного нового корня у молодой орхидеи. Часто в комментариях зрители переживают по этому поводу, дескать, детка подросла, а корней у нее нет. В этих вопросах я предпочитаю довериться самой орхидее. Она лучше знает, что делать. В данном случае корневая система пня сохранена, и этого вполне достаточно для полноценного питания новой орхидеи. Тем не менее, когда корневой рост все же начался, моей радости не было предела.
Умничка, умничка. И вот смотри, первый корешок полез. Сейчас только. Вот смотри. Первый корешок. Ура! После появления первого корня процесс корнеобразования пошел небывало быстрыми темпами. Каждый день стволик орхидеи лопался и появлялся новый кончик нового корня. Помните, какого диаметра этот горшок? 14 сантиметров. А теперь посмотрите, какого размера выросли листья. А ведь новой орхидеи всего несколько месяцев от роду. К концу мая у новой орхидеи было все. И 3 новых великолепных красивых листа и достаточно мощная новая корневая система. Цветонос у молодой орхидеи я дождалась в конце июня. Лето в этом году во Владивостоке было очень странным, поэтому цветонос развивался долго, с перерывами в развитии, а иногда и вовсе застывал в развитии. Условия содержания в этот период были очень далеки от идеальных, и как следствие потеря первого самого маленького листа. Тем не менее, удалять цветонос я не стала и позволила орхидее процвести. Молодая орхидея не стала геройствовать и заложила всего 3 бутона на цветоносе. Формировать цветонос каким-то особенным способом я не стала. Я просто подперла его маленькой рогатулинкой. Как цветет эта орхидея, я, конечно же, знала, потому что видела цветение материнского растения. Тем не менее, увидеть это цветение вживую, ощутить бархатность лепестков цветка мне очень хотелось. Бутоны развивались и наливались в августе, а август в этом году был периодом ливней, штормов и тайфунов. Потому солнечного распуска первого цветка мне запечатлеть не удалось. С горем пополам через солнечную дымку мне удалось заснять распуск первых 2 цветов. Итак, друзья, я представляю вам начало цветения фаленопсиса «Вечернее платье». В азиатских закупках у этой орхидеи есть другое название – Spot Queen или «Пятнистая королева». На мой взгляд, совершенно неподходящее название. Ничего пятнистого в расцветке этого фаленопсиса нет. Но то, что королева, однозначно. В начале распуска размер цветка меня несколько смутил. Мне было доподлинно известно, что орхидея крупноцветковая, размер цветка около 10 сантиметров. У меня цветы открывались маленькими, сантиметров 8 в диаметре. Петалии или боковые лепестки цветка были отогнуты назад. А это означало, что цветку еще предстояло вырасти в размере. В сентябре во Владивосток вернулось настоящее лето. Море солнца и тепла. Потому я смогу показать вам цветок во всей красе. У фаленопсиса темно-лиловый цвет, и камера правильно этот цвет передать не смогла. Текстура лепестков плотная, бархатная, и от этого цвет становится еще более глубоким. Всполохи по краям петалей и сепалий не белого цвета, как может показаться, а нежно-нежно-розового. Производитель Spot Queen заявляет размер цветка 11 сантиметров. Материнское растение или верхушка фаленопсиса цветет с размером цветка около 10 сантиметров. В моем случае у молодой детки размер цветка достиг всего 9 сантиметров. Цветок не ароматный, но очень красивый. Наверняка в комментариях снова будет вопрос о том, буду ли я отделять детку от пня. Пока не буду, я дождусь окончания цветения и посмотрю, как дальше будет развиваться орхидея. Вот такая история жизни орхидеи длиною в 10 месяцев. Ведь еще 10 месяцев назад это цветущее чудо было набухшей зеленой меристемой на безлистном пне орхидеи.
Давайте посмотрим, как это было. Всеми любимая рубрика «Было, стало». Воистину, орхидеи – волшебные существа. За 10 месяцев вот из этой зеленой меристемы выросло вот такое чудо. И если вам понравились достижения этой малышки всего за 10 месяцев, обязательно напишите об этом в комментариях. И ей, и мне будет очень приятно. Ну а теперь пришло время прощаться. И я хочу напомнить вам, что 21 минуту вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если это видео вам понравилось, если информация из видео оказалась для вас интересной и полезной, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас очень много интересного.